Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами очень сложная коррекция. В чем же ее сложность? В первую очередь у нас здесь аквариумный дизайн, который выполнен на всю толщину ногтевой пластины, а во-вторых, у нас здесь очень сильно вниз клюнувшие ногти, они безумно вниз клюнувшие. И клиентка хочет восстановить форму миндали пайпа, которого мы делали ей изначально. То есть нам нужно очень-очень-очень сильно поднять эти ногти. Высота поднятия на каждом пальчике у нас приблизительно полсантиметра, потому что и коррекция в данном случае у нас слегка перехоженная. Что же мы делаем в данном случае? Мы выпиливаем отросшую стрессовую зону искусственного ногтя. То есть мы снимаем массу материала с ногтевого ложа и полностью заменяем его новым материалом. На кончике ногтя мы материал совершенно не трогаем, потому что нам там нужно и так докладывать очень сильно много материала для того, чтобы поднять клюнувший ноготь. Если мы спилим с кончика материал, то нам придется компенсировать еще и спиленный материал, плюс докладывать ровно столько, сколько нужно, чтобы его поднять. То есть нам необходимо вниз клюнувший ноготок выровнять. Нам нужно оставить весь материал на кончике, который у нас упал вниз, и на эту высоту доложить ровно столько материала, чтобы получилась ровная конструкция. Если мы с вами уберем материал с кончика, то нам придется выкладывать в 2 раза больше. Надеюсь, я понятно объяснила, и понятнее просто некуда. Ну, а потом просто это все опиливаем. На самом деле опила не так уж и много. Нам нужно выровнять тот материал, который мы положили сверху. Нам нужно свести его в верхнюю арочку. Нам необходимо поднять клюнувшие нижние параллельки и выпилить изнутри арочку. Арочка вырезается у нас в данном случае полностью из монолита материала. То есть арки у нас практически нет. Итак, по времени такая коррекция занимает не намного больше времени, чем стандартная коррекция, но по расходу материала она была просто безумная. Поэтому в данном случае клиенту настоятельно рекомендовалось приходить на коррекцию раз в 3 недели, для того, чтобы у него материал, которым поднимается ноготь, оправдывал цену коррекции. И было сказано, что если клиент не будет посещать меня раз в 3 недели, то каждая следующая неделя после того, как он должен был прийти на коррекцию, будет штрафоваться энной суммой денег. Именно такие приемы приучают клиентов посещать мастера вовремя. При этом это все тактично клиенту объясняется, показывается, что вот смотри, вот столько-то мы материала на тебя потратили. Ну, то есть любой человек видит, что здесь было по полсантиметра ногтя поднято, сколько материала было при этом выпилено. Любой человек адекватно понимает, что ниоткуда материал мне на голову не падает. Я его, к сожалению, вынуждена покупать. Поэтому человек согласился с такими штрафными санкциями, либо он будет планировать свой приход заранее. Ну а мы тем временем переходим к дизайну. В данном случае делаем потрясающий красивый дизайн. Вам понравится, делаю спойлер. Итак, что мы делаем первым делом? Мы при помощи гель-лака кошачий глаз делаем вот такой потрясающий блик в виде рамочки. Он безумно интересный, девчонки, мне очень понравился. И с этим рамочным бликом можно играться, не наиграться, потому что вовнутрь этой бликовой рамочки теперь можно вписывать все, что вашей душеньке угодно. И магнит, и гель-лак, все это можно приобрести в нашем магазине. Ссылочку на магазин оставлю вам в описании. Итак, мы, как обычно, в своем репертуаре. По одному пальчику на руке нам маловато будет. Еще и в данном случае мы решили сменить пальчики на 2 руках. То есть у нас на разных руках разные пальчики задействованы. То есть 4 пальца мы с вами будем украшать. Сделали на них на всех блики в виде рамочки. И уже по этим рамочкам рисуем жестовскую роспись.
Жёстова у нас будет потрясающе красивая и потрясающе быстрая. Рисуется буквально за 10 минут. Если вы хотите научиться рисовать такое скоростное жёстово, ссылочку на онлайн-курс оставлю вам тоже в описании. Ну а те, кто уже этот курс посещал и все понимают, обратите внимание на новую схему розочки. Она тоже получилась очень интересная и очень необычная. Набираем полностью схематический образ нашего будущего цветочка и потом начинаем постепенно высветлять наши лепесточки. Чем светлее цвет мы используем, тем ближе лепесточек к нам расположен. Все это переслаиваем через просушку, чтобы у нас получились какие-то выделенные моменты. Дизайн на 4 пальчиках в данной технике у меня занял ровно 35 минут. Ничего сложного, абсолютно недолго, очень красиво смотрится, то есть по стоимости этот дизайн тянет намного больше, чем время, которое на него было затрачено. Для того, чтобы композиция была законченной, добавляем листики и еще небольшие цветочки. Рисуем точно так же. Начинаем с самого темного цвета. Вырисовываем сначала обрысы наших будущих элементов, а потом уже на них добавляем нюансы и детали.
В общем, вот такой дизайн ногтей у нас получился, ну и куда в жестого без золотых элементов. Конечно же, на подносах золото должно быть, ну а мы рисуем поднос, мы с клиенткой сразу так и договорились. Я и так и сказала, что мы сегодня будем рисовать поднос. При этом клиентка просто подпрыгивала до потолка, когда увидела полностью готовую картинку. Ей безумно понравилось, она была счастлива, она мне еще 3 раза звонила и говорила, какие красивые ногти у нее получились. Надеюсь, вам точно так же понравился этот дизайн, потому что смотрится он реально великолепно. Напишите мне в комментариях, какие ассоциации у вас этот дизайн вызывает. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч. Пока-пока.